For the greater good, let's continue 10 dates, dudes. This is Comrade Atom, a professional psychologist with experience more than 13 years, that's almost 15. And we are playing 10 dates. Ну что, товарищи, ради высшего блага, продолжаем наши 10 свиданий. Ребята, с вами товарищ Атомный и 10 свиданий. Свидание с Тони, спортсменкой. И завтра мне нужна игру, которая должна в форме быть. Да, я хотел спросить, какой спортивный матч ты играешь локально? Нет, на самом деле я футбол играю. А тебе нужно ходить на свидание в ночь перед матчем? Ну не волнуйся, все хорошо, если я буду в постели до 12, без выпивки, без алкоголя и секса. Какая твоя позиция? Наездница спину. Наездница нет, какая позиция ты играешь? Okay, so I dislike his reaction towards that sexual, definitely sexual phrase. Because the developers of these games, they have really hypocrisy and a lying attitude toward the sexual relations. So this main character shows like any sexual things is like jokes and inappropriate to use. But the biology of the people, biology of men and women demands sexual relations as good for health. That's normal, and that's healthy way of living life. And if the nature could want, it could make us like laying eggs or having like you know, the splitting in half or doing any other stuff, so there's different ways to actually reproduce yourself. So in that case the nature could get the other way, but it is needed sex for us, both for health and for continuing our life as a species. And this main character and the developers of this game, they are hypocritic in lies and show like the sexual way of life as that's bad, that's something bad. So get to the church and be the monks if you are showing like a sexual interest is bad, and openly speak about sex, and sex interest is something bad. Смотрите, вот здесь разработчики в очередной раз демонстрируют свои проблемы и лицемерное, мерзопакостное поведение. Они в уста главного персонажа вносят такой смысл, то есть он прямо это не говорит, но девушка намекает про сексуальную позицию наездницы, то есть сексуально себя ведет открыто и говорит, что ей нравится открыто. А персонаж ведет в таком духе: нет, ты что, я же не про секс говорил, я говорю, какая позиция твоя в футболе, там что-то такое. То есть он как бы показывает, что вот эта сексуальная открытость — это плохо, это нехорошо, то есть тем самым провоцируя вот это лживое, лицемерное, омерзительно подлое поведение. И вот эти такие моралисты, типа разработчиков таких игр, это насильники, да, сами готовы за деньги там минет делать другим мужикам, да. То есть на любую мерзость разработчики готовы, но формально для виду они будут говорить про красивые вещи, что нет, только любовь, ты что, искренне, чистая любовь, и мы приходим друг к другу только на чай. Вот чай попить, поговорить о культурных каких-то там мероприятиях, кино посмотреть, ну никакого секса, вы что? А на самом деле в реальности, то есть такие разработчики, они насилуют регулярно женщин и потом рассказывают, что она сама хотела, вот в таком духе. То есть они лицемерные, подлые паскуды, которые пытаются через вот эти игры, через фильмы в том числе, потому что подобные позиции можно и в кино увидеть, да, навязать вот эту комплексы, вот эту лживую модель поведения, лицемерную и подлую. Этому нужно противостоять. И нужно выводить на чистую воду и показывать жесткий негатив к вот такому циничному лживому поведению. Если они против секса, пускай идут в монастырь, пускай дают обет безбрачия и больше никогда не видят ни женщин, там, ни мужчин, вот все это вообще никакой сексуальности. Раз секс так плох и отвратителен. Либо пускай перестают лгать о том, что секс это что-то плохое или хорошее. Секс это естественно, если бы природа хотела, есть десятки способов, каким можно размножаться без секса. Это уже яйца выкладывать, икру метать, да, делением, там, почкованием,
десятки способов. Но существует секс. И кроме того, секс — необходимое условие для счастливой, здорового образа жизни. Вот, регулярное занятие. Поэтому, когда вот так вот лицемерно говорит, что нельзя говорить о своих сексуальных предпочтениях, вот как она позиция наездника, да, что это чушь. Без обсуждения открытого и честного своих сексуальных предпочтений и желаний невозможно прийти к тому, что понравится обоим. И невозможен хороший секс. Таким образом, вот эти разработчики, блокируя и выражая свой негатив на честное выражение какого-то сексуального желания со стороны девушки, они провоцируют херовые отношения, насилие, лицемерие, подлость и манипуляции в отношениях. Да, казалось бы, просто одна фраза, а на самом деле какой глубокий, разрушительный для отношений, для человеческого здоровья негатив она несет. И это разработчики, которые максимум в этой игре делают, что вот возможно свидание, поцеловаться с Тони. Это на той платформе, где, собственно, куча порно-игр продается. И, ну, Steam. И причем эти порноигры тоже зачастую провоцируют агрессию, насилие, вот в таком духе. Ну, европейская культура в плане сексуальности одна из самых отвратительных и омерзительных в мире. Столь озабоченные, больные и извращенных людей еще нужно поискать. Любая другая культура гораздо более дружелюбна к сексуальности, гораздо более, ну, может быть, еще есть такие в том самом, как его, в части Африки подобные страны, но европейцы одни из омерзительнейших, именно вся европейская культура, туда и Германию, и Францию, и Испанию, и Италию засунуть, и Россию, и Украину, и Молдову, и Чехию, вот это просто кладезь омерзительного, извращенного и жестокого, лицемерного сексуального взаимодействия. Вот так вот можно сказать, да, вот эти, вот такая, к сожалению, европейская культура, да, гораздо лучше, конечно, индийская, наверное, наиболее высокая культура в плане сексуальности, вот, имеется в виду более древняя, не современная, потому что сейчас они тоже на Европу равняются, вот та, которая у них была до прихода европейцев, да, и, собственно, китайская культура в подобном стиле, да, японская, ну, латиноамериканская тоже уже значительно лучше, да, коренных американцев в этом плане значительно. Короче, большая часть мира, у них сексуальные взаимоотношения лучше, чем у европейцев, вот, просто в разы. Поэтому вот такая штука. Нам не повезло, уж мы достаточно хреновая в этом плане цивилизация. Единственное, что мы можем, это вот лично исправляться в этом плане. Okay, I will say that the European and partially the American British civilization is one of the most awful civilizations concerning sexual attitude, a lot of harassing, a lot of lies, a lot of perversions this culture developed, and a lot of aggression, sadism, and all this in scope of sexuality. And the majority of cultures are much better and much more civilized and much more human towards the sexual relations between men and women. And yeah, the Western, the European part of that is totally awful. Especially Olympic Games in France showed, that hypocrisy, double-faced lies, and perversions all around. Sadly, but the majority of people in so-called developed world is actually that bad. One of the worst in the world, and the only way we need to fix that and to learn more culture, for example, from India, ancient India before British invasion and British occupation of that country. By the way, it names itself Garanji, as I recall. That's the British name. They are Indians, but they are not. And the British Empire and Europeans committed a lot of crimes around the world, among more civilized and more
human civilizations lying that the Europe or United States is like something good. No, that's the most aggressive, horrific, and pervert civilization in the history of all mankind. We need to fix that. Continue on. Продолжаем дальше. What do you think? Как ты думаешь? That's a tough one. Это сложный вопрос. Okay, so they are talking about what's her position in sports. То есть они спрашивают, какие ее позиции в спорте. Просто скажу поля. Я недостаточно высока. Defender, защитник. Однако я тоже охраняю. Что-то там. Окей, охраняю, это значит защитники. Разминку, из чего можно решить, что ты надежна, а я думаю, что надежность важна для защиты. Погладь себя по спине. You may do that. Ты можешь меня сделать. So, okay, so she has the sport competition, but she also want sexual contact with the person. I would say that's okay and fine, and you know she like violates the rules, but the European rules about sexuality, they deny everything about sexuality. So you cannot hug, you cannot kiss publicly because you know the coronavirus, you know, that kind of stuff. So you cannot have sex before sport competition. You cannot have sex if you do not love the person, you know. So there is hundreds of denials why you don't have sex, and that means that in reality majority of Europeans don't have normal, good, healthy sex. So that creates the perversions. So they are, you know, like hungry people. When hungry people ready to eat with their hands anything they see, and they can like eat a live animal or even person if they want to eat, because they are so you know, hungry. And in sexual sphere, the Europeans are like that, very hungry people that are eager to do any crimes, any lies, any cheating, anything to receive at least part of nice sexual life. And in this case, I will say that the rules about you cannot have sex before competitions are fucking lies that you should ignore. And if you want to have sexual relations before competition, you should do that, and ignore the fucking pervert European recommendations about they always find excuses why you don't have need to have sex. And you know the most interesting stuff, that you can have sex for money, and what sex is denied is one that is pleasure. For example, you cannot had sex with the guy you like, if that's a woman. You cannot have sex with the women you like, because that is portrayed as like, oh, you are easy to go, you are sleeping with the first person you see, but actually you're sleeping not with the first person, but with the person who you really like, who you get really attracted. And those all the freaking rules about that you need to know one another, you need, you know, love is important, and like sexual desire is the crime. No, the ban of sexual desire is a crime, and that should be punished, and that should be fought against, because this fucking denial of normal sexual relations and normal sexual conversations leads to the freaking perversions and LGBT community and all of that crap that happens on the Olympic Games, and all of that you know pervert behavior that is supported by the governments, by the way, by the so proclaimed and nicely civilized governments that wage wars on the countries that do not threat anybody, and who translates those perversions. We need to speak about healthy sexual relations in order to fix the LGBT problem. And this is the only way. So that needs to have aggressive reaction towards the governments and the official European or United States policy towards sexuality.
that kind of need. We need to make them more healthy. И смотрите, вот здесь у нас, то есть интересный момент, я остановлю по поводу того, что у нее запрет, ну типа вот запрет, будет соревнование, и перед соревнованием нельзя сексом заниматься. И вы удивитесь, но в европейской культуре на хороший секс запрет 10 тысяч причин, почему нет. Потому что это неправильно, потому что когда вам понравилась девушка и вы с ней знакомитесь, чтобы сексом заняться, так нельзя знакомиться, вы должны только о любви, вы должны только вот о высоких мотивах, о создании семьи, и все просто так, потому что здоровье требует позаниматься сексом, нельзя, вы что, все будут вас упрекать, говорить, вот да что вы имеете право, да что вы какие-то такие неправильные, вот все это. И, понимаете, то есть перед спортом сексом нельзя заниматься, если вы не знаете друг друга, там до свадьбы нельзя заниматься сексом, то еще нельзя, еще, и, короче, 10 тысяч запретов, почему нельзя заниматься сексом, да. Получается, заниматься сексом можно только за бабло, то есть без каких-либо чувств, без каких-то симпатий, вот бабло платят, ну, как бы можно, да, такое, и из этого вырастает вот это, то, что во Франции происходит на Олимпийские игры, все вот это ЛГБТ-движение, извращения половые и прочие проблемы, потому что срабатывает такая механика, смотрите, если мы голодны, мы на примере еды, да, вот мы длительное время не едим, мы становимся настолько голодны, что вот готовы сожрать, даже, знаете, просто недоваренная гречка, даешь человеку, он ест, он жрет ее руками с удовольствием, о, как вкусно, ничего вкуснее не ел, потому что очень хочется есть. Люди в сильном чувстве голода готовы прямо живьем съесть там цыпленка, да, какое-то животное, вот живьем просто есть, потому что, ну, очень серьезный голод, да. Были много случаев, вот когда там в плавании, да, когда еще парусный флот был, когда с голоду моряки ели членов своей команды, потому что умирали фактически, да, то есть и чтобы выжить, ели другого человека. То есть голод вот ведет к таким жестоким и сложным поведениям. А подавленная сексуальность и сексуальные запреты ведут к точно таким же искажениям и проблемам. То есть к сексуальному насилию, к лицемерию, к подлости, к использованию и различным извращениям. Любым способом получить сексуальное удовлетворение. Потому что сексуальное удовлетворение – это такая же базовая потребность, как потребность во сне, потребность в еде, потребность, ну, там, сходить в туалет, да, потребность общения. Вот. Это базовые потребности. А вот эта христианская культура, она воспитывает, что сексуальное желание, оно должно и быть только по расписанию, только для рождения детей, и больше никогда в мире. И вообще, это вообще плохо, это вообще как преступление. Многие люди реально считают сексуальные взаимоотношения настолько же плохими, как минимум воровство, а то как убийство. Причем не простое убийство, а какое-то циничное убийство. Ну, например, бабушки, которая одуванчик там всем помогала, всем сделала, а пришли ее лопатой просто забили публично, вот, и все это. То есть вот это преступление сравнимо просто с желанием заняться сексом. То есть это сопоставимые вещи, да. И какие рассказы есть? Вот этот Зюськин парфюмер, да, где сколько извращений и отвратительной, мерзопакостной истории наворочено на основу сексуальности. Это ведь отражение европейской культуры. И необходимо для того, чтобы нормализовать сексуальные отношения и нормально делать, необходимо агрессивно и жестоко относиться к вот этим западным, европейским, американским навязываемым лживым ценностям, где, собственно, секс должен быть только по праздникам и только с одной женой на всю жизнь, которая вот и все это все ложно. Секс — это базовое желание и потребность. Вот смотрите, там еще вот этих всех долбанных, псевдогуру, которые вам рассказывают, что нужно силу там проявлять и прочее, знаете, брать силой там женщин, все это все просто омерзительно, отвратительно. За такое нужно карать их жестоко, потому что это никуда не годится. Это вот представляете, вы ходите в ресторан, и вместо того, чтобы просто подстоять в очередь, заказать тот же гамбургер, да, вы начинаете биться насмерть с другими мужиками, с другими людьми, что ради гамбургера. Объясняя это тем, что вот в средней, понимаете, в пещерной, вот как эти пикаперы рассказывают,
в каменном веке мужик должен был сильным, и он должен был брать женщину, вот все это, и это с тех времен пошло, поэтому мужик должен быть сильным, там вот брать что-то такое. Мы не в каменном веке живем, в каменном веке мы за еду просто убивали друг друга. Ну вот у кого-то, блин, там кусок этого мяса, он только что забил там какую-то белку, да, мы ради неприготовленной белки просто идем убивать этого мужика. Все это сейчас никто себя так не ведет. Сейчас в ресторане никто не додумается сражаться и биться за еду, потому что ты свободно можешь заказать любую на выбор себе еду. Голода уже фактически нету. И никто в здравом уме не будет говорить, что за еду надо сражаться, потому что так мы сражались в каменном веке. Вы представляете, когда нормальные сексуальные взаимоотношения, когда нормальные половые отношения есть, за девушек тоже не надо сражаться. Не надо сражаться, не надо ни с кем бороться и кому-то доказывать, какой то вы крутой, какой вы не крутой. Все это. Если все нормально реализовано, сопоставлено, то будучи обычным, ну даже ботаником, там, каким-то учителем, вы вполне легко можете найти одну или другую или третью, какая вам по душе будет девушку, или девушка, любая там бухгалтерша тоже может найти одного, второго или третьего, какой понравится мужчина. И никто в здравом уме не будет говорить ей: ой, ты нашла, это тебе не подошел, или тот не подошел, ты вот одного встретила, все, на всю жизнь должна быть, иначе ты потаскуха, шлюха, вот в этом духе. Омерзительное поведение, паскудное поведение, причем вот эти моралисты, которые вот так вот высказывают, они сами изменяют, они сами занимаются разными извращенными, заказывают потаскух, это самое, суд друг на друга, еще все это, вот можете посмотреть даже политиков, да, на компроматы на них, какие вы выкладывают, да, ну там украинский есть политик, который, блин, сосал другим, чтобы попасть в политику, чтобы зарабатывать большие деньги, буквально насосал себе свое имущество, вот. И типа это нормально, все это политику пожимают руки, он известный, блин, и все говорят, вот какой он классный, вот замечательно, да. А когда ты говоришь про нормальную сексуальную желание, о, ты что, ты такой плохой, ты такой отвратительный, как ты можешь вообще такую тему поднимать? Да заткнуть этих нахер подонков и применять к ним максимально жестокие меры. С ними необходимо быть крайне жестоким, если мы хотим нормализовать общие взаимоотношения между мужчинами и женщинами. И мы должны быть максимально агрессивными и максимально жестокими к официальной пропаганде, кинематографу, Голливуда и прочим вещам, связанным с навязыванием вот этой конченной, извращенной повестки и криминализацией, негативным навешиванием и формированием отношений по поводу открытой, честной сексуальности. Что когда мужчина видит сексуальную женщину, которая красиво сексуально одета, говорит: ну, у меня есть сексуальное влечение к тебе, можем заняться любовью. Все это вот так вот. Не тянуть, не хватать его за волосы и давай потянуть все это. Не, мы не в пещерном уже веке. А вот так выразил все это. И нормально, когда женщина говорит: ну да, ты мне тоже нравишься, все это, пойдем. Вот, и никто, никогда, никаких претензий, никаких оскорблений, никаких сказать, знаете, ох, они какие взяли и пошли, им понравилось друг другом любовью заниматься. Вот захотели друг друга. Вот это нет, это должно быть нормальным отношением. И вот это правильно, потому что только такой подход сделает так, что мы бы станем более счастливыми, отношения будут более нормальные, и будут складываться действительно отношения уже более полноценные и классные. А вот это все извращение, связанное с ЛГБТ и прочими вещами, оно уйдет прочь. Вот как-то так. Продолжаем дальше. А ты любишь спорт? Да, очень. Футбол, регби, теннис, баскетбол, гольф. Я смотрю абсолютно все, да. Я тоже, если это по телевизору, то я смотрю даже, да, разбираюсь по ходу дела. Это как смотреть Олимпийские игры, где ты становишься экспертом, например, в каком-нибудь случайном событии за 2 недели. Да, это 2 недели я стал заявным фанатом фрисби или чего-то такого. Это не твой телефон, это наполнение, пора пополнить углеводов. Лучше для футболиста. Oh, that's weird because the macaronis, that's bad for athletes. And I am in favor of healthy food and athletic nutrition. So I never eat macaronis, and no dietologists recommend that. You need to eat meat and vegetables like cheese and other products that have a lot of proteins, a lot of
you know, vitamins and etc., etc. And macaronis, that's not recommended at all. So I don't know why she eats macaronis, and especially macaronis without anything. I think that's the flaw of the game. That's improper behavior for the professional athlete. Вот смотрите, здесь, я думаю, это прокол именно разработчиков этой игры. У нас, получается, спортсменка жрет макароны. Я сам за здоровое питание выступаю и питаюсь по-спортивному, консультируюсь регулярно с диетологом по поводу коррекции питания для того, чтобы сбалансировать и витамины, и минералы, и правильное питание. Вот, в том числе специальное здоровое питание покупаю. Так вот, для быстрого восстановления и хорошего питания макароны, тем более в сухомятку, то есть ни тебе ни кетчупа, ни какого-то салата, ни каких-то там сосисок хотя бы, да, как студенты хотя бы делают. Нет, ничего, просто голые макароны. Это ужасно. Это ужасно. Так никто не делает. И макароны никому не рекомендую, если вы спортом. Любой, кто знает спорт, они знают, что не, макароны это никуда не идет. Есть белок, то есть яйца, там эти самые, как его, творог, сыр, мясо, рыба, да, то есть вот такой. И есть клетчатка, то есть растительные продукты, которые содержат витамины и клетчатку. То есть ты ешь белок плюс растительные вот эти продукты. Ты не ешь макароны, ты не ешь много хлеба, вот я не ем много хлеба, да, потому что из хлеба, из макаронов, из всяких там чипсов, там нету питательных веществ, которые бы помогали мышцам расти, быстро восстанавливаться, да, и иметь здоровое тело. Вот, наоборот, там много вредного. Поэтому макароны ни в коем случае, я не понимаю, зачем разработчики это сделали, они, наверное, не понимали, да, потому что спортом не занимаются. Ну, то, что они показали, это просто ужасно. Здоровое питание необходимо, вот, и да, нам тело дано бесплатно, вот, и многим даже здорово дано тело, но знаете, даже несмотря на то, что это бесплатно, я хочу это ценить и заботиться максимально возможно, потому что дольше прослужит, лучше прослужит, дольше и комфортнее проживу, да, таким образом. Ну, а те, кто не хотят заботиться о своем теле, ну что ж, как бы это ваше решение. Ладно, продолжаем дальше. Предупреждение о том, что половина времени прошла, ребята, осталось 3 минуты. И, кстати, она не успеет ничего съесть, ну, типа 3 минуты, за 3 минуты макароны съесть, ну, это какая-то чушь. Another crap of this thing, like, she started to eating macaronis at the half of the day. That's so stupid. For 3 minutes she cannot eat. That needs at least 5 minutes at least, so she need to skip one date, and she's starting eating on the half of the day date. That's the weirdest behavior ever. In real fast dates nobody behaves like that. В реальных, кстати, быстрых свиданиях никто себя не ведет подобным образом, да, вот это книгу открыть, то есть читать книгу во время быстрого свидания, ты ничего не успеешь сделать, не прочитать ничего, не поговорить не успеешь, да, и начать есть за 3 минуты до конца свидания, вот это вы 2 минуты что-то поговорили, она открывает и начинает есть, да, абсолютный абсурд, такая чушь, понимаете, вот даже у меня там подходит вечером, когда питание, да, я там на свидание пойду или на те же быстрые свидания пойду, да, то, ну, я не ем прямо вот у меня таймер, все, нужно вот прямо сейчас открывать есть. Нет, свидание заканчивается, и потом, если есть, ну, если я не ел на свидании там никакого салата, ничего такого, то тогда я беру протеин и делаю себе протеиновый коктейль, употребляю уже после, а не прямо посреди свидания. Это полное неуважение к человеку, да, и, понимаете, есть же не прямо срок в срок, а есть вариация, то есть ты можешь на полчаса позже, на полчаса раньше покушать, то есть вот такая вариативность. Okay, I'm speaking that actually when I'm on dates, on fast dates, I never eat anything, though I have the regime, and you know, there is still some freedom, like a gap between half an hour or 1 hour where I can change my food, like my nutrition time, and never ever anybody like started eating and speed dates in a half of the date. That's the weirdest behavior ever.
and that's total disrespect, and that really looks weird. I don't know why those developers included that weird behavior, but that's totally not realistic, and you would not have that experience in real fast dates. То есть и на самом деле у вас никогда не будет подобного опыта в быстрых свиданиях, чтобы кто-то посреди свидания открыл пачку макаронов и начал жрать, говорит, у меня диета, нужно срочно есть. Ну и сам продукт, это полный абсурд. Вот, это, конечно, большой минус. Yeah, that's total crap and total bullshit from the developers of this game in all aspects of this example of date. But the woman itself is pretty, and I would go to that sexual theme, and I would try whether she wants sexual relations this day. Usually it is not happening in this day and the other days, but still that would be a theme that should be raised rather than conversations that he raised. That's bad recommendation. Problems of those dating games and super seducer series is that actually the persons who don't know nothing about dating and has a really low experience in that recommends you and tries to show themselves like gurus that know how to date. Even I, with the experience like 15 years, almost 15 years in psychology, and having like hundreds of those fast dates and hundreds of irregular dates, I'm not saying that I'm guru and you should always follow what I say. I say this is my experience. You can count on that experience, or you can have your own conclusions, and you can go to your own decisions. This is just example of my experience and my knowledge. This gives you really more freedom in that kind of way. And by the way, I'm the communist, and that's weird because those freaking Western lies that communist doesn't give you any freedom, while the communist really gives you more freedom in choice than the majority of so-called guru psychologists that you can see on YouTube or other Western internet media. So that kind of fun. И смотрите, то есть, давайте дальше продолжим. So let's continue on. Как же ты стала профессионалом? Я бы сказал, что ключевое влияние на меня оказал отец. Он брал меня на тренировки, на матчи. Он знал, что я влюбилась в игру и сделал все, чтобы развить мою страсть. Экипировка переезда утешала меня после неудачных выступлений. А ты близок к своему? Нет, хотя лучше. Окей, with mother, с матерью. Более близок. Да, определенно вдоль и поперек. Мы даже знаем о чувствах друг друга, даже не говоря о них. И она одна из моих лучших подруг. А у тебя как? Ее не было в моей жизни в течение долгого времени. Окей, let's listen, давайте-ка. Она не была самым добрым человеком, и в отличие от твоей мамы, я никогда не была приоритетом. Извини, я знаю, ты, вероятно, не хочешь это интересно, но ты не можешь, если мы поговорим о чем-нибудь другом. Да, идем дальше. So she... Does she have eaten in 1 minute? Вот она 1 минуту открыла коробку, она съела, даже поверхности, она 2 макаронинки засунула себе в рот, и все. Ну что это? Это же не еда, это же абсолютная чушь. Ну зачем они это делают? Я не понимаю. The weird thing is she doesn't eaten even 10%, so she taken like 2 macaronis or 3, and that's all. That's not eating at all. That's awful. I don't know why they inserted this. But that looks awkward, and that never happens in fast dates. Да, такое никогда не происходит в быстрых свиданиях. Зачем они это внедрили, непонятно. Пойдешь в большое испытывание, очевидно. Конечно, хочешь испытать на прочность, тебя бросает гири, продолжи. Отлично, тоже боевой настрой. Может, займемся армрестлингом? Хорошо. Нет, я шучу. Да, я не хочу травмировать тебя перед твоей игрой. Давай, чувак. Погнали. Окей.
Okay, judging from her figure, and she's a football player, so that means though she tries sport, that doesn't mean that she has strong hands. Okay, she wants competition, let them have. I would not go to the competition because honestly, competing is not what I like. I like more training sports for myself and for better health, you know. And actually, the things that I compete with myself, like trying to make better my own records and concerning that. And I don't like to compete with others at all. I don't want to compare that. Even if I win, you know that like the other person would get feel that they are losers, kind of that thing. Why I need that? I don't know. I'm that confident that I know that I'm pretty strong, and I don't need additional harassing over the people and humiliating them because, you know, they're weaker, they're losing, that kind of phase. So I don't know those competitions. Вот вы знаете, я по складу, я не люблю соревнования, вот эти какие-то такие вещи, потому что, хотя я занимаюсь спортом, да, но я нацеливаюсь на улучшение своих результатов, там, преодоление каких-то себя, там, какие-то новые интересные вещи попробовать, но не соревнования. Даже когда я побеждаю, да, то есть когда понятно, что я сильнее другого человека, да, там, или быстрее, или еще что-то, ну, мне все равно неприятно вот это соперничество, потому что другой человек будет чувствовать себя некомфортно, да, униженно. Зачем мне это надо? Зачем мне этот конфликт? Ну, так занимаемся, я всегда поддержу и скажу, вот, молодец, старается, даже там, пускай только пробует, еще не получается подтягивать. Сколько было таких ребят, которые начинают только заниматься спортом, да, у них еще не получается. И в этот момент, знаете, типа выйти с соревнования, смотри, как я круче, унизить и тем самым поломать, зачем это надо? Я лучше поддержу, скажу, давай, молодец, получится лучше, вот все это, те, кто делает, вот это, ну, в таком духе. Соревнования я очень не люблю, вот, поэтому мне не нравится вот этот концепт. Я постарался бы сделать так, чтобы не было никакого соревнования и не вызвал бы. А он ее вызвал на соревнования. Мы уже пошли. Я в отчаянии. А я неотразима. And what the case, you know, have that arm wrestling with the women? А в чем смысл армрестлинга с женщиной? Ну, как бы, я не понимаю. I don't understand. Окей. Да, я думал, что ты сильнее, чем кажешься. Слушай, я должен признаться, я делал упор тренировкам, да, так что ты немного спокойно, все хорошо. This is the part, this can ruin actually the data because, you know, like competition and nobody wants to lose, and if you actually lose, that also breaks your reputation, that kind of thing. So competition, that's a bad thing, I think, in a data and good relations. Interesting, what's your opinion? Ну, с моей точки зрения, вот эта соревновательность, особенно на свидании, крайне негативно влияет на само свидание, потому что тут получается, если ты побеждаешь ее, ну, как бы она чувствует себя униженно, потому что ты победил. Но если ты проиграешь, то, типа, женщина победила тебя, это как бы тоже некомфортно, понимаете? То есть, в любом случае, какой бы исход ни был данной ситуации, она не очень-то комфортная и неприятна. Зачем идти в вот такие проблемные ситуации, создавать себе проблемы в свидании на ровном месте, если можно идти в что-то комфортное, то, что нравится обоим, и тем самым свидание получается лучше. Но вы можете написать свое мнение, может, я чего-то не понимаю, как бы так, на этом все, живем и процветаем, и только побеждаем.